Сегодня очень простой и вкусный рецепт. Нежные блины с творожно-кокосовой начинкой. Идеально к празднику или просто на каждый день. Готовится быстро, а вкус получается просто невероятный. Начинаю с теста. В миску вбиваю яйца, добавляю сахар и щепотку соли. Она балансирует вкус и делает его более насыщенным. По желанию можно добавить ванильный сахар для легкого аромата выпечки. Не спешите добавлять все молоко сразу. Чередуйте его с мукой. Тогда большая вероятность того, что комочков не будет. И также молоко используйте комнатной температуры. В муку добавляю крахмал. Это не просто так. Он делает блины более эластичными, не дает им рваться и делает текстуру приятнее. Кстати, если крахмала нет, замените его таким же количеством муки. Результат при этом будет чуть другим. Теперь просеиваю муку с крахмалом прямо в миску с яйцами. Добавляю растительное масло. Оно сделает тесто нежным и пластичным. Перемешиваю до однородного состояния, чтобы не было комочков. Если они все же есть, можно пробить тесто блендером или процедить через сито. Отставляю тесто на 10-15 минут. За это время мука лучше впитает влагу и блины получатся ровными и красивыми. Пока тесто отдыхает, займусь начинкой. Беру творог жирностью 9% и пробиваю его блендером для гладкости и однородности. Если блендера нет, можно просто хорошо размять вилкой. Добавляю сгущенное молоко. Оно даст сладость и сливочный вкус. И кокосовую стружку для аромата. Все хорошо перемешиваю лопаткой. Теперь возвращаюсь к блинам. Разогреваю сковородку на среднем огне и слегка смазываю маслом. Это нужно только для первого блина. Дальше масло уже не понадобится. Наливаю тесто, распределяю по сковороде тонким слоем и обжариваю до золотистого цвета с двух сторон. Готовые блины складываю стопочкой. Дальше каждый блин намазываю начинкой. Аккуратно сворачиваю в трубочку. Чтобы блюдо выглядело нарядным, поливаю сверху сгущенкой, присыпаю кокосовой стружкой и украшаю свежей клубникой. Можно добавить еще немного тертого шоколада, получится еще вкуснее. И это еще не все. В заставках к видео вы найдете больше идей для вкусных блюд. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик оповещений, и тогда вы одним из первых узнаете о всех новинках на канале. А такие блины отлично подойдут к завтраку, чаю или даже на праздничный стол. Обязательно попробуйте, уверена, вам понравится. Приятного аппетита! Состав продуктов к этому рецепту вы найдете в описании под видео.